Товарищ командир, они ближе подходят. По левому борту внимание, приготовиться к отражению атаки. По левому борту приготовиться к отражению. Я командир, пришла команда. По левому борту приготовиться не допустить высадку. На данный момент стоим на якоре в озере Донузлав, как и раньше. Вот сегодня была еще одна попытка прорваться сквозь боновые ворота с затопленными кораблями. Значит, командир построил, сказал, что эксперты выясняли и решили, что мы все-таки сможем там пройти, пролезть. Там где-то по ширине 12 метров было между двумя кораблями. Получается, затопленный большой противолодочный Очаков и катер Шахтерск. Вот между ними как раз примерно около 12 метров по ширине, а ширина нашего корабля около 10 метров. Начали пролазить между двумя кораблями, вот этим Очаковым и Шахтерском. Пострадал немножко борт, левый и правый, так как действительно это было сложно сделать. Ширина там все-таки не 12, там как раз притирочку 10-11 метров. Конечно, корабль не автомобиль легковой, им управлять не так просто, как кажется. Пытались, в общем, прорваться, вот таким образом на минимальных оборотах шли. Там, я думаю, полузла, узел, где-то такая скорость была. Были готовы к нападению, включили на пожарные шланги, подали на пожарные рукава, на пожарную магистраль подали забортную воду. И прямо с пожарных рукавов, с пожарных стволов поливали их. Они там прятались за все возможные укрытия со своими автоматами. Ну, так как у них приказа нету открывать огонь. Они не ожидали, что мы начнем водой их поливать. И когда россияне уже увидели, что у нас получается, большинство корабля прошло, осталось там из 60 метров длины корабля, уже 50 метров прошло, осталась только корма. Там самое основное, там винты и вот эти вот перо руля, о котором я говорил, расположены сзади как раз. Поэтому еще прибавили скорость, начали постепенно пытаться в притирочку пройти. И тогда буксир дал ход вперед, и в левый борт нас, получается, столкнул нас на нос наш на мель. Таким образом, вперед мы уже работать не смогли. Командир дал приказ отходить обратно, попросил буксир через по громкой связи, чтобы они тоже не работали больше вперед. Буксир тоже начал отходить. Мы начали отходить. При этом всем видели, что на буксире были снайперы. Ребята молодые, на самом деле, не так страшен черт, как его малюют, как говорится. Думали все, что там какие-то там нереально крутые спецназовцы, а там ребята 18-19 лет, сами же стоят с перепуганными глазами. Ну, единственное, что у них амуниция, конечно, намного лучше превосходит нашу. Значит, это очень было тяжело, конечно, с точки зрения морально, потому что стояли корабли русские, там стоит ракетный катер с постоянно направленными на нас пушками. Стоит буксир, который просто своей мощью может нас задавить, что, в принципе, он и хотел сделать. Ну, как бы у нас стоял приказ от командира, все поддержали его в этом, что стоять здесь, это не дело постоянно, все поздавались, мы как бы считаем, что у нас боевая история нашего корабля такова, что просто позорить корабль мы не хотим, и позорить экипаж тоже не хотим. Все, кто был против, все ушли. Это еще было позавчера, поэтому как бы все остальные с высоким патриотическим духом пошли прорываться, скажем так. Ну, хотели, конечно, прорваться, но ничего, я думаю, что если что, еще попробуем, посмотрим. Саша, а сколько вас человек сейчас осталось на корабле? Ну, так вот получается, вот считайте, 70 минут 12, у нас 58. Потом пришло 3 человека с аналогичного тральщика, близнеца нашего брата Чернигова. Там командир сдался, и всего 3 человека из экипажа не поддержали его. И после того, как они попали на берег, они позвонили нам, мы поддерживали с ними связь, и за ними приехала лодка и забрала их к нам. Сейчас ребята тоже все нормально, несут вахту вместе с нами. Все знают, все, не беспокоятся про воду. Потому что, по крайней мере, они будут там какими-то предателями. Они по чести, по выдержке тоже молодцы. Надо отдать должное. Не побоялись.
Также сейчас поступила информация, что вроде бы с Константина Ольшанского тоже ребята хотят к нам, уже знают о наших подвигах, а Константин Ольшанский никаких там действий не предпринимает, стоит на месте, просто ждет, пока его начнут захватывать, я так понимаю. Саш, а есть какое-то вообще, ну, вот, руководство с Киева как-то взаимодействует с вами, или вы просто там брошены? Ну, понимаете, взаимодействует. Может быть, оно и взаимодействует, но оно взаимодействует очень... Этого не чувствуется, скажем так, этого взаимодействия. Может быть, с командиром там на личном таком вот индивидуальном уровне не беседуют. Бывшие командиры кораблей, начальство, ну, из разряда командующий, может, там позвонил ему, вот когда мы пытались вытянуть Шахтерск этот, звонили ему на телефон, как он мне говорил. Там тоже. Вроде как какие-то приказы давал, но нам, в принципе, так особо никто ничего не доводил. У нас приказ, мы выполняем приказ нашего командира в данный момент. Видение развития, что будет дальше? Вас все-таки штурманут или как оно будет развиваться? Что там, какая сейчас ситуация? Ну, я вижу три варианта. Первый вариант, что все-таки мы прорвемся. Второй вариант, что нас штурманут. Третий вариант, что у нас просто закончатся запасы пресной воды. И мы просто будем вынуждены ждать этого штурма уже без воды, так как без воды, вы сами понимаете, на корабле никуда. А сколько воды осталось? На данный момент около 10 тонн. Это насколько хватит вам воды? Ну, если экономно, то на неделю. Смотри, вот это видео вот присылал еще. Тут вы спортом занимаются, да, ребята? В общем, видно, что духом не падают. Ну да, да. Это у нас такие вот так ребята отдыхают между несением вахт. Хоть и устают, но все же говорят, скоро вдруг нападение, говорит, там как же мы будем не в форме, говорит, надо, говорит, хотя бы отпор дать, показать, что украинцы тоже, говорит, не лыком шиты. Я старший минер